Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню у милой хозяйки. Готовим самый популярный, идеальный десерт этого лета. Без выпечки, без духовки, без муки. Готовится буквально за считанные минуты. Яркий, вкусный, нежный, легкий. В общем, вкуснейший десерт, который стоит попробовать. Готовится он проще простого. И вообще летом невозможно просто наесться этой вкуснотой. Итак, нам понадобятся любые фрукты или ягоды. У меня сегодня малина, черная смородина и клубника. Но если чего-то этого нет, то можно заменить на то, что есть. Например, абрикосы, бананы или что угодно. Значит, нам понадобится желатин, который я высыпаю в сотейник. Заливаю его холодной водой и оставляю на 10-15 минут, чтобы он набух. А пока займусь основой. В миске у меня творог, можно брать любой жирности. К нему я добавляю сметану магазинную, у меня 20%. Сюда же сахар и ванильный сахар. Все это взбиваю погружным блендером до однородной пышной массы. Поднос застилаю отрезком фольги. Десерт я буду собирать в разъемном кольце. Диаметр я установила на 18 сантиметров. И при помощи фольги делаю дно. И также на дно я вырезала круг из пергамента. Выкладываю его. И отрезками пергамента нужно застелить бока формы. Но для того, чтобы они хорошо держались, нужно сбрызнуть растительным маслом или смазать просто кисточкой, как удобно. Вот таким образом форма у меня подготовлена. На дно я выкладываю печенье. Можно брать любое, кроме такого сильно твердого. Вот у меня обычное печенье к чаю. Я его ломаю в хаотичном порядке и выстилаю ним дно. Конечно, желатин у меня к этому времени уже хорошо набух. Я его распускаю на водяной бане так, чтобы он стал жидким, но не закипел. Ну, все, я думаю, знают, как распускать желатин. И теперь во взбитую творожную смесь потихоньку, тоненькой струйкой, постоянно помешивая, я вливаю желатин. Очень важно хорошо помешивать так, чтобы не было комочков из желатина. И хочу заметить, что все остальные приготовления уже должны быть к этому моменту сделаны. Ну, то есть форма выстелена, печенье выложено, потому что вся эта масса творожная с желатином, она, конечно, будет очень быстро густеть. Поэтому все должно быть подготовлено, и только потом уже распускаем желатин и вливаем в творожную смесь. Все эти фрукты, которые, вернее, ягоды, которые вы видели в начале, что я подготовила, я выкладываю в творожную смесь, перемешиваю и аккуратно выкладываю в форму прямо вот так вот на печенье. В общем-то, выливаю всю эту смесь. У меня как раз на эту форму достаточно, но если вдруг у вас больше творожной смеси, то можно сделать просто немножко, допустим, диаметр формы больше или выше сделать бортики из пергамента. Я выложила всю творожную смесь, аккуратно лопаточкой поправляю так, чтобы она была ровная. Вот видите, насколько быстро густеет уже к этому моменту смесь. Поэтому я все делаю быстро и украшаю теперь уже сверху ягодами. У меня клубника, ну, украшайте на свое усмотрение. Можно также посыпать просто печеньем, крошку сделать. У меня вот был небольшой кусочек шоколада. Я его так вот порезала некрупно и украшаю шоколадом. В общем-то, тут уже полет фантазии, как угодно. И еще у меня были листики мелиссы. Я вот так вот аккуратненько клубники тоже положила мелиссу. Все, друзья, ставим в холодильник на несколько часов, лучше на ночь. Ну, а потом аккуратно снимаем форму, удаляем пергамент, и прекрасный воздушный десерт готов. Я вот таким образом аккуратно убираю снизу фольгу с пергаментом, чтобы было все красиво. И разрезаем большим ножом. Вот так вот делаю прямо один надрез, чтобы красивый у меня был такой срез. И посмотрите только, какая красота. Ну, в разрезе, мне кажется, это просто шедевр. Вот представьте, если там будут какие-то абрикосы, да, или даже бананы, или что-то угодно, или желтое что-то, вот оранжевое. Ну, то есть каждый раз, собственно говоря, можно получать другой вкус. Основа одна, она легкая, вкусная, воздушная, не отягощенная, то, что надо. То есть не кремовые тяжелые торты, выпекать не нужно. Очень легко и действительно по-настоящему вкусно. Искренне вам рекомендую попробовать. Очень жду ваших отзывов в комментариях. Если нравятся мои рецепты, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем желаю мира и добра. Пока!